Приветствую вас, друзья! У нас прогноз на любовь и отношения на осень для знака зодиака Дева. Расклад у нас будет из 3 вариантов. По цифре 1 для тех, кто состоит в отношениях или в браке. По цифре 2 для тех, кто в поиске любви. И по цифре 3 для тех, кто поссорился, расстался. Что вас ждет в этих отношениях? Давайте начнем с цифры 1. Посмотрим для тех, кто в браке или кто в отношениях. Что вас ждет осенью в любви и в отношениях? Представители знака зодиака Дева. Так, что у нас тут? Здесь или заключение какого-то договора, или здесь карта показывает, что вы очень подходите друг другу, у вас общие интересы, вы прислушиваетесь друг к другу, относитесь с уважением, но здесь есть и любовь, конечно, и поддержка. Вы такая вот крепкая команда. Команда-банда, да. У кого-то может быть какой-то договор. Мы сейчас посмотрим. Дева и любовь, отношения. Осень для тех, кто уже состоит в отношениях. Да, это может быть еще помириться, если вы были в ссоре. Так, что у вас происходит сейчас или вот-вот на пороге? Да, какое-то решение вы принимаете. Здесь, конечно, может быть и подача на развод. Также здесь перемены могут быть заключение брака, какие-то официальные бумаги. Также это может быть заключение купли-продажи недвижимости и переезд. Вот у нас двойка-то выпала. Кто-то, может быть, да, вступает в брак, получает предложение, а кто-то меняет недвижимость. Так, восьмерка. Так, давайте я Ленорман посмотрю. Для женщин короля мечей могут показывать вашего возлюбленного. Башня может говорить о переезде, смене места жительства, начало новой жизни на новом месте. У кого-то здесь реально развод из-за этого короля может быть, или король это адвокат, судья. Здесь полностью разрушение отношений из-за того, что какие-то новые. Восьмерка может говорить о начале новых перспективных отношений. Так, давайте посмотрим. У кого-то переезд. Тут переезд может быть не только смена места жительства, там покупка жилья, вот наследство. А здесь может быть у кого-то вообще проигрывается эмиграция. Жизнь на новом месте-то где? Может, в другой стране корабль? Это куда-то переехать через водную гладь. Туда, где вас ждет счастье. Здесь может быть получение очень выгодного предложения, но это может быть получение, например, работы. То есть вот пришли документы, и вам нужно куда-то уезжать. Также это может быть подарок, сюрприз или счастливый поворот событий. Вот солнце и корабль. Но все равно здесь что-то связано с переездами, с поездками. Вот по Ленорман я здесь развода не вижу. Так, а совет у вас какой? Четверка пентаклей. Во-первых, это очень стабильная карта. Но еще это нежелание меняться. Да? Вот четверка — это сидеть в своей норке, в своей зоне комфорта, а здесь у вас какие-то передвижения. Еще, может быть, карта говорит, если вы куда-то уезжаете, то четверка — это сберечь свои ресурсы. Потому что если это другая страна, и у вас там никого нет, и только-только, может быть, вы работу нашли, то здесь карта говорит, будьте аккуратнее с деньгами, да, чтобы вам хватило на все. Девятка. И звезда. Может быть, вы долго ждали, были какие-то срывы, может быть, вот из-за карантина. Конечно, у кого-то, может быть, реально вот эта рутина убила любовь. Может быть, вы познакомились с человеком, который где-то далеко живет. Наверное, уезжаете. Но это как вариант. Да, если у вас в браке все хорошо, здесь какие-то передвижения. Вот девятка — это еще стоять, да, ждать, получить результат, но еще нужно проявлять осторожность, внимательность. Может быть, вот все, что происходит в мире, но есть какая-то очень далекая цель.
Да, вот такой у меня получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего. Хорошо. У нас расклад для тех, кто в поиске любви. Давайте посмотрим, какие у вас перспективы осенью влюбиться, познакомиться. Представители знака зодиака Дева. Что вас ждет в любви, в отношениях этой осенью? Девы, любовь, отношения, осень для тех, кто в поиске. Что у вас происходит сейчас или вот-вот у вас на пороге? Я так понимаю, у вас сейчас процесс трансформации. Так, а что вас ждет в любви этой осенью? Так, любовь-то придет, но здесь какие-то ограничения. С чем они связаны? Давайте сейчас Ленорман посмотрим. Да, двойка кубков — это новая любовь. Тут то ли вы, ваша карта ложится, то ли вы в процессе. То есть, может быть, у вас только-только закончились отношения или брак. Девятка — это карта может говорить о страхах, что я останусь одна или один. Ну, по смерти не самый легкий период у вас сейчас. Но как бы вот двойка кубков — это знакомство, это любовь. Но почему вот эти ограничения? Изоляция, может быть, будет мешать. Так, а что за знакомство-то? Так, девы, кто в поиске любви? Что вас ждет осенью? Здесь может быть знакомство на работе, служебный роман. Может быть, человек будет не свободен. Так, сейчас я вот эти две карты уточню. Как бы сердце легло, да, рыбы. Союз будет плодовитый, любовь. Вообще, рыба — это очень благоприятная карта. Так, сейчас уточню вот это ограничение. Восьмерка жезлов. Я говорю, может, человек где-то далеко. Восьмерка жезлов — это может быть перелет, поездка. Но ограничения могут быть связаны, говорю, что сейчас происходит в мире. Здесь еще вот по восьмерке, может быть, это знакомство через коммуникации. Вот эти еще карты могут говорить, что это вот через службу знакомства, например. Как бы влюбиться вы влюбитесь, ну что-то здесь. Четверка может говорить находиться в подвешенном состоянии. А восьмерка — это ограничения. А ограничения с чем связаны? То ли человек где-то далеко, то ли что-то с человеком не так. По башне-то, может быть, человек находится в местах не столь отдаленных. Восьмерка — это общение через коммуникацию. Да? Это звонки, переписка. Или для того, чтобы встретиться, вам нужно будет куда-то уехать. Так, а совет-то что у нас здесь? Совет. Двойка пентаклей. Вы знаете, вот по двойке пентаклей, как правило, это отношения нестабильные. Это люди встретились, провели хорошо время, расстались, никто никого ничем не напрягает. То есть здесь нет ничего серьезного. Вы, может быть, будете возлагать на эти отношения что-то большее, но нет. Двойка — это, как правило, показывает временную любовную интрижку.
такой у меня получился расклад. Я хочу вам совет, что ли, посмотреть. Ну вот, смотрите, если вы реально с кем-то познакомитесь через какие-то сайты знакомств, то настраивайтесь на то, что это может быть просто, ну, или не ваш человек, или здесь не будет ничего серьезного. Так, давайте совет вам посмотрим. Вот по шестерке жезлов я скажу, что вам нужно поработать над собой. Потому что здесь восьмерка, девятка, здесь очень много страхов, переживаний. А здесь может быть еще неправильное отношение к самому себе или к самой себе. Нужно себя любить. Когда вы одержите победу над своими страхами, комплексами, поймете, что вы одна или один такой на свете, у вас полностью поменяется жизнь. В вашу жизнь придут совсем другие люди, с которыми вы можете построить очень крепкую семью. И этот человек даст вам надежду. Но вот между этими двумя картами ложится шестерка. Да, вот такой у вас расклад, совет. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Хорошо, у нас расклад для тех дев, кто поссорился, кто расстался. Давайте посмотрим, какие у вас перспективы помириться. Что вас ждет в любви, в отношениях. Ох, у вас тут влюбленные выпали. Так, сейчас посмотрим, влюбленные это к чему относится. Может быть, карта говорит, что у вас кармические отношения, или наоборот, у вас ждет любовь. Так, все карты у меня падают. Да, какая-то путаница у вас, очевидно. Девы, кто расстался, кто в ссоре, какой у вас шанс? Ну, такая карта еще может говорить о примирении. Так, ну давайте мы ее оставим, раз она выпала. Так, как вы помиритесь или восстановите отношения. Так, это осенью, да? Да, пока вы в отшельнике. Да, ну отшельник и четверка — это разрыв. И непонятно, вернутся эти отношения или нет. Но здесь есть какие-то ограничения. Вы их накладываете или эти ограничения были в отношениях. Может быть, человек был не свободен. И четверка говорит о подвешенном состоянии, когда непонятно вообще, восстановятся эти отношения, не восстановятся. По отшельнику еще вам нужно самим понять, надо вам их восстанавливать или нет. Так, а что вас ждет в любви, в отношениях этой осенью? Тут у вас еще выбор будет. Да, у вас здесь будет выбор между двух королей. Так, ну кто-то из них будет повлюбленным. Что у нас здесь? Пятерка. Ну, пятерка — это кризис, да. У вас здесь король мечей и король пентаклей. Да, король пентаклей, если мне мужчина смотрит, это может быть ваша карта. Но для женщин здесь может быть два короля. Может быть, с кем-то у вас вот расстались вы, ссора у вас была с каким-то из этих королей. А второй — это может быть кто-то новый. И здесь стоять перед выбором. То ли пытаться восстановить те отношения, то ли начинать новые. Что мне предпринять? У мужчин, может быть, это соперник, как вариант. Так, давайте совет посмотрим вам. Императрица. Императрица и влюбленные. Конечно, по влюбленным всегда карта говорит: делайте выбор сердцем. Что вам говорит ваше сердце, кого из этих двух королей вам выбрать? Если человек женат, вы должны понимать, что разведется он, не разведется, это еще не факт. А вот с другим королем вы можете стать императрицей. Это человек, скорее всего, будет свободен. Это смена статуса, но это еще и влюбленные. Так, а что нам покажет Ленорман?
Потому что пока вы находитесь вот в этих зависимых отношениях, новые отношения в вашу жизнь не придут. Вы можете упустить свою судьбу. Но это как вариант. Так, Ленорман для тех, кто поссорился, дев, кто остался. Угу. Ну, во-первых, по ключу это отношения у вас судьбоносные, важные. А вот какие? Ну и сердце, конечно. Я думаю, все-таки вот эти карты говорят, что для того, чтобы в вашу жизнь вошли судьбоносные отношения, важные для вас, вам нужно вот между вот ключом, решением вопроса между новыми возможностями и сердцем, на новой любовью, ложится башня. А башня — это уединение. То есть вот этот отшельник, в котором вы сейчас находитесь. И вам нужно подумать, что вас ждет в тех отношениях, где вы, может быть, ну, тут больше четверка не расстались. Здесь, может быть, просто был очень крупный ссора, скандал. Может быть, вы пытались надавить на человека, чтобы он наконец-то принял решение, если это зависимые отношения. Вот. Поэтому вам нужно сейчас уединиться и продумать, что вы хотите получить от любви. Как карты сказали, останетесь в этих отношениях, так и будете вот в таком положении, зависимым. А если отпустите этого человека, вырвете как бы его из своего сердца, то вас ждет и императрица, и влюбленные. Но, скорее всего, уже с другим человеком. Здесь вам нужно будет выбор сделать. И, как я сказала, слушайте свое сердце. Вот. Оно никогда нас не подводит. Вот такой у меня получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего хорошего.